Привет! Здесь тема относительно ваших отношений. Если вы у себя спрашиваете, зачем я ему нужна, как он ко мне относится, что он чувствует ко мне, нужны ли ему вообще отношения между нами, как он воспринимает меня, кто я для него и что будет между нами. Сейчас я вам все здесь расскажу, все вам покажу на прекрасных картах Таро. Это карты славянские, очень красивые. Они ответят на ваши насущные вопросы относительно отношений. Зачем вы встретились? Что между вами сейчас происходит? Карты «Золотое колесо», они славянские. Они сделаны русской художницей. И они ответят на все ваши вопросы. Покажут картину вашей жизни и подробно расскажут, зачем вы встретились и что сейчас между вами происходит. Во-первых, встретились вы точно для любви. Вот это 100%. В этот момент, когда вы смотрите, особенно он чувствует к вам любовь, которая исходит из его души. Я смотрю только прямые, чтобы вам было понятнее. Это туз чаш, и он говорит, что когда вы встретились, он сразу полюбил вас, и у него не было совершенно никаких намерений. Какая у него тенденция к вам? Хоть и общий расклад, но, девочки, смотрите, все, это не нужно выбирать здесь. Вы узнаете тенденции именно вашего мужчины к вам. Это тройка чаш, это любовь. Это абсолютная любовь, это третий мир, который между вами создается, это его мир, ваш мир, и третий мир – это мир вашей любви. Вы встретились для любви. Он без вас ощущал себя одиноким, совершенно. Одиноким, каким-то неприкаянным, да. И вот с тех пор, как вы встретились, началась история любви, и тогда только он почувствовал себя живым. Он очень хочет, чтобы вы были обеспечены. И он сейчас как раз разрабатывает план, по которому вы, как пара, будете обеспечены. Со стороны вас, конечно, очень важно для него, чтобы он вас удовлетворял, потребности ваши, да. Он спешил к вам, он просто спешил к вам, он спешил жениться на вас. Если он еще на вас не женат, он будет спешить жениться на вас. Нравится ему ваш характер, очень яркий, интересный характер, личность вы. Очень нравился ему ваш характер с самого начала и продолжает нравиться. И что будет сейчас происходить между вами дальше? Отношения будут углубляться, отношения будут выходить больше на материальный аспект, то есть на аспект земной жизни. Это карта мир. Между вами будет отдельно, вот я уже сказала, третий мир образовываться. Ваша жизнь теперь будет в порядке. Он замечает теперь все тонкости вашей души. Он замечает, что вам нужно. И он хочет стать таким мудрым защитником, императором, человеком, который защитит вас от невзгод, который сделает ваш мир уверенным в себе, то есть вы не будете бояться никакого влияния извне. Он очень хочет защитить ваш мир. Он учится с вами разговаривать тоже. Учится с вами разговаривать, с вами общаться учится. Это карта влюбленные. Смотрите, сколько интересных карт старшей арканы. Влюбленные, новый уровень с вами отношений хочет начинать. То есть, может быть, если вы еще не женаты, здесь он планирует сделать вам предложение, да? Ваш император планирует сделать вам предложение, чтобы начинался новый период, счастливый период вашей жизни. Это чаша, это любовь. Он хотел бы рассеять ваши сомнения относительно него. По семерке чаш. Если у вас есть сомнения относительно его, он хотел бы их рассеять. И именно каждый момент с вами – это для него рождение любви и счастья. Потому что здесь влюбленные. Он работает, чтобы больше зарабатывать, чтобы внести в общий ваш дом больше материальных каких-то богатств, то есть достойную жизнь хочет вам предложить, да?
Он хочет с вами детей тоже. Он хочет, чтобы отношения пришли на новый уровень. Если деток еще нету, девочки, он хочет, чтобы были детки. Он тяжело работает. Это тяжелая работа, но она ему не в нагрузку. Своя ноша не тяжелая. Он испытывал одиночество, когда вас еще не было в его жизни. И зачем вы ему нужна? Он не хочет больше быть одиноким, он хочет быть в паре. Он очень хочет быть в паре и пытается вам это сказать через этот расклад. Очень хочет быть в паре. Он хочет защитить вас от любого негативного влияния. Он устал здесь, да? Это 9 жезлов. Он устал, он очень устал. Вам говорите это, потому что такое чувство, как будто, может, он слова неправильно подбирает, как будто вы его не слышите. Но он работает над вашими отношениями. Эта карта башня, она особенно характерна для тех, кто сейчас или поссорился, или в разлуке. Башня говорит, что ему очень тяжело выносить разлуку с вами. Он чувствует себя одиноким. Смотрите, что будет дальше. Это подарки судьбы, это счастье. 6 чаш – это когда мужчина полностью свою жизнь посвящает, чтобы вам служить, чтобы сделать для вас счастливую жизнь. Он очень благородный человек. Все вопросы, которые у вас возникают, и вы ему задаете, он слышит. Может быть, как бы вам кажется, что он не отвечает на эти вопросы, но он их слышит. И он каждый день хочет быть с вами. Он хочет, чтобы каждый его день наполнился смыслом. Даже вот когда вы встречаетесь, может быть, после тяжелого дня, когда вы и он трудились на работе, или же если вы встречаетесь с ним, когда вы отдыхаете по вечерам. Сейчас я буду вам этот расклад трактовать так, как он есть, и буду сравнивать позиции. И если нужно будет, я буду добавлять карты. Но пока я вижу, что здесь очень много советов и очень много показателей, какие будут у вас в будущем складываться отношения. Здесь все очень просто и понятно. Вообще мужчина очень простой и понятный человек здесь получился, да? Взаимоотношения прекрасные, потому что, еще раз повторяюсь, он будет стремиться их улучшить. Если они у вас испортились, вы должны были пройти эти обстоятельства, чтобы стать еще ближе друг к другу, чтобы у вас было состояние взаимопонимания. Это обязательное качество этого расклада. И здесь есть главная линия, вот эти основные карты, и есть 2 дополнительные ветви. Что в центре ваших отношений? Для женщины, если у вас есть дети, конечно, центр отношений – это дети. Но для мужчины всегда центр отношений – это именно женщины отношения с вами, независимо от детей. Вам нужно себе представить иногда, хотя бы раз в неделю, независимо от детей, чтобы вот эта обыденность, она дополнялась свежестью восприятия. Это очень хорошая карта для того, чтобы свежие отношения были. Ну, например, раз в неделю устраивать себе такие праздники, только для вас двоих, да, это очень важно. Там, где не было бы разговора о детях вообще. А также раз в неделю устраивать такие финансовые конференции. Но я не буду вынимать карты, я показывала вам, да, чтобы не нарушить энергетику в раскладе, где вы бы не выясняли отношения и не выясняли бы свои проблемы, да, а подталкивали друг друга к друг другу. Когда финансово вы раз в неделю обсуждаете свои финансы, только с положительной стороны, только позитивные слова, только позитивные аффирмации для друг друга на финансы. Попробуйте делать такую практику раз в неделю. И тогда внутренняя намеренность на вот эту счастливую, богатую, обеспеченную жизнь, она будет формироваться у вас, да? Внутренний мужчина должен осознавать, что что-то есть, вот такой мир, там, где вы и он, и там вот дети, если есть, да, они не являются частью этого мира. Нам, девочкам, этого не понять, но в раскладе в этом именно это показано, поэтому ваше подсознание это поймет, да. Тогда обыденность такая, она не станет обузой, да, и не будет так тяжело нести хлопоты, ежедневные хлопоты и заботы. Вот он должен себя почувствовать императором, защитником. Тоже где-то раз в неделю обязательно нужно время для вас двоих, когда
Он задает вам вопросы, а вы отвечаете. Например, вы наметьте себе, спрашивай меня, а я тебе отвечу. Или же наоборот, только положительно. Вот если кто-то из вас спускается на отрицательные, там пожаловаться или обсудить какие-то недостатки, вы должны это сдерживать, потому что это разрушает отношения, когда говорится о негативе. Здесь вот, в общем-то, это магическое такое чтение, да. Он чувствует к вам, император, такую заботу отцовскую, такую заботу императорскую, поддержку. Он хочет вас поддержать, обогреть, сделать для вас что-то хорошее, защитить вас от негативных влияний, защитить от перипетий всевозможных жизненных. А также он очень хочет работать много для вас. Здесь 8 Пентаклей очень-очень хорошая карта. Он готов многое очень сделать для того, чтобы вы были счастливы. У вас что-то было связано с финансами, где нарушилось взаимодействие ваше. Может быть, где-то у девочек он не звонит, он потерялся, да? И здесь вам кажется, что вы должны на него впечатление произвести, или же что вы должны как-то по-другому себя вести. Но я вам скажу, что расклад показывает, ничего этого делать не нужно. У него есть очень сильная к вам любовь и чувство. Вы должны просто расслабиться. И самое главное, это его любовь, понимаете? Нужно знать и уверенно быть в этом, потому что карты показывают, что самое главное – любовь. Он, во-первых, будет стараться в дом приносить побольше денег, если вы живете вместе. А если вы еще не живете, он будет стараться дойти до такого финансового положения, когда вы можете быть парой, и у вас будет защищенность финансовая, то есть вы можете создать семью. И существует одно общее, одно целое, вы одно целое с ним. Вы существуете уже в природе, вы уже пара, понимаете? И вот вы говорите, может, я смогла бы еще что-то сделать. Ничего делать не нужно, потому что уже в природе вы есть, и все, вы есть, и вы будете с ним вместе как пара. Он вас любит и очень будет заботиться о вас, иначе бы император не вышел. Но раз вышел император, 8 Пентаклей, о том, что он старается для вас заработать, он старается избавиться от каких-то иллюзий относительно денег. Тоже он очень заинтересован вами. Здесь туз чаш говорит о том, что вы пробуждаете в нем чувство любви и большое чувство заинтересованности в вас, чтобы вам сделать хороший тыл, хорошую жизнь. Он говорит, что если у вас есть дети, он говорит, что он понимает, что вы ставите детей на первый план, но для него очень важно, когда вы независимы от детей, от вашей мамы, от его мамы, когда вы просто как пара. Очень для него важно, да, когда вы не опускаетесь в такой бытовухи, понимаете, а когда вы сами вызываете в себе и в нем такое чувство любви, и это чувство любви, оно становится все больше и больше, оно возрастает, оно становится все больше. Я смотрю, у меня здесь ветер, поэтому погасли свечи, сильный ветер. Если он, например, гулял где-то с приятелями, у вас такое чувство, что он гулял где-то с приятелями, или же гулял где-то и вас не пригласил, может, вечеринка была на работе, и вы обиделись, а может, вы его приревновали, или же он вас приревновал. Смотрите, здесь вот эта карта влюбленные, она говорит, что эта ситуация, она расставила все точки над «и». Она, наоборот, послужила тому, что вы будете еще крепче любить друг друга и понимать друг друга, потому что вы уже понимаете свою ценность для него, и он вашу ценность для вас. Он увидел других людей, и он, конечно, сравнивает люди, да. Он понял, что никто вам подметки не годится даже, да, что вы единственная для него, и другой он для себя не хочет. Может быть, вы думаете, что он вам изменяет, если, девочки, эта ситуация. Я не вижу здесь измены совершенно. Я вижу иллюзии какие-то относительно его, что вам кажется, что его внутренний мир не имеет достаточно вас, да, что у него внутренний мир, вот он отдельно от вас, но внутренний мир человека, он вообще для него самого. И там, конечно, человек должен быть главным. Мы, женщины, часто хотим занять во внутреннем мире мужчины главную роль.
во-первых, вы у него уже заняли эту главную роль, но не старайтесь ее укрепить, потому что тогда он может обидеться, когда вы его выталкиваете из его же внутреннего мира, и там вот в центре вы. На самом деле вы это должно быть только отражение ваше в его мире, а он сам у себя в центре, потому что он император, он сильный мужчина. И если между вами были проблемы, он их разрулит, потому что он взаимодействует с вами на особенном уровне, он понимает, что вам нужно. У вас сильная связь магическая, душевная. И вам, как женщине, может быть, не хватает его любви, но он не может выразить всю эту любовь. У него любовь к вам очень глубокая. Она на таком уровне, где слова вообще ничего не могут сказать. Его любовь выражается в его чувственности, в постели, когда он вас обнимает, когда он смотрит на вас. А словами он не может эту любовь выразить. Поэтому не ищите в любви подтверждения, а ищите подтверждение в особенной атмосфере, которая окружает вас именно как пару. Здесь, девочки, намек идет на то, что ваш император хочет, чтобы вы были отдельно как пара, независимо от детей, внуков, если у вас уже такой возраст, от его родителей, ваших родителей, друзей. Он хочет именно вас видеть как пару. И там ваши принципы вашего соединения, они уникальны. Как император и влюбленные, уникальны. Чтобы больше не ссориться вам здесь по башне, вы должны знать, что Вселенная очень вас любит, и он будет стремиться больше не обидеть вас, так как он обидел в прошлый раз. Да, эта отрицательная энергетика, которая была вызвана его словами, она только частично исходила из него. Но эта отрицательная энергетика тоже была связана с тем, что произошел такой якорь, да, резонация с тем, что уже у вас было в жизни, в этой или в прошлой. В основном процентов, наверное, хороших 50 или 60. Поэтому, когда вы будете о нем думать или встречаться с ним, а вы будете с ним скоро встречаться, не вспоминайте то плохое, что было. И воплощение ваше как пары происходит каждый раз при встрече. Даже если вы давно живете, каждый раз, когда вы встречаетесь глазами, вы воплощаетесь как пара опять. И вот прошлое, его там грешки или еще что-то, вот прошлого нет, да. Нет прошлого греха, нет прошлых каких-то провинностей, потому что у человека на самом деле прошлого нет. Есть только здесь и сейчас. Если вы так будете видеть отношения, вы с ним никогда в жизни больше не поссоритесь. Он вас посвятил себе, и вы посвятили его себе. Поэтому здесь это однозначно, иначе бы не было туза чаш. Это посвящение, вхождение друг друга в друг друга, да. А также мне очень нравится, что здесь карта мир. Она говорит, что теперь ваш мир это на двоих. Теперь у вас мир общий, мир на двоих. В мире, где правит только любовь. Его императорская защита, так была карта, его императорская защита к вам очень-очень сильная. Да, здесь идет речь о близости, очень много. Что для близости важно вам знать, что любовь его, она не поддельная. Если вы спрашиваете, а любит ли он меня, потому что он, может, там сказал что-то не так, или его поступки не соответствовали вот любящему человеку, да, вы должны знать, что его любовь к вам проявляется при близости. Все остальное, то, что может быть, накосячить, любой человек может накосячить, понимаете, но особенно через близость проявляется его любовь, очень горячее стремление вам угодить и быть с вами. Здесь, если у вас еще нет семьи, через семью с ним, она обязательно будет, вы проявитесь как пара, и Вселенная вас увидит как пара. Он будет очень, кстати, приятным семьянином. Он будет вам доставлять удовольствие. Всякие приятные мелочи ежедневные, они важные для отношений. И главное, если мы хотим сохранить отношения, вот здесь я вижу, да, вы хотите сохранить отношения, не говорите о негативных вещах с друг другом постоянно. Вот теперь нужно вам на эту вехи весов положить. Сколько вы друг другу жалуетесь или же раздражает что-то в друг друге, а сколько вы говорите людям, ему приятного. И если у вас идет перевес, что вы жалуетесь больше, а я уверена, что у многих это так, то вы должны знать, что вы можете исправить это все.
потому что, ну, кто, как не мы сами, можем убрать этот негатив из своей жизни, да. Вроде бы он старается, и вы стараетесь, но великая мудрость заключается в том, что стараться можно опять пробовать, это великая мудрость. Можно опять пробовать делать отношения сильнее, делать отношения глубже, чище. Вы должны быть мудрее, потому что он уже стал мудрее, он император. Он уже стал намного мудрее. И он понял, что вы та ценная женщина, которой ему только нужна вы. Ему больше никто не нужен. Шестерка чаш, кстати, это не карта прошлого, где я часто слышу однобокие чтения карт, это неправильно. А шестерка чаш – это то, что он будет вам угождать, будет очень стараться. Он приглашает вас в новый день, он приглашает вас в новые отношения с вами. И эти отношения, это как пара. Вы как пара, да? И между вами нет больше никого, только вы как пара. Часто дети встревают, и у вас, может, такая была ситуация. Или часто финансы встревают, всякие финансовые непорядок какой-то встревает, и у вас такая ситуация была. Я хочу сказать, что этот расклад намекает, он целебный, он тоже волшебный, потому что Таро, оно показывает, как сделать лучше. А вот не жаловаться друг другу больше, попробуйте хотя бы неделю так пожить, и я вам гарантирую, что ваши отношения приобретут новую атмосферу. Они будут смягчаться. Если была какая-то обида, если была ссора будет смягчаться. Атмосфера между вами поменяется в лучшую сторону. И будет все смягчаться. Может быть, знаете, когда вы разговариваете, между вами стоят вот такие фантомы, это родители, дети, сотрудники, приятели, всякие ситуации из прошлого. Эти фантомы, их нужно убрать, потому что он мечтает о том, когда у вас будет вот такой, знаете, достаток, свой дом собственный, именно для вас, как для пары. Он мечтает об этом, и он работает для этого. Он работает для этого, не покладая рук. И все зависит теперь от вас. Примете ли вы его эти попытки? Простите ли вы ему прошлые косяки? И примете ли вы эти его попытки сделать отношения новыми, свежими? Я знаю, что вы очень вдумчивая женщина, и здесь вы королева чаш, вернее, извините, королева меча. То есть вы умеете все взвесить. У вас есть очень сильная логическая струнка, ну как у любой женщины есть касательно дома, да? И он хотел бы, чтобы эта струнка, она смягчилась, потому что, чтобы вы поверили опять в него, поверили, что это не иллюзия, то, что вам он обещал, что он будет себя по-другому вести. Это совершенно не иллюзия, это то, что он надеется, что вы примете его просьбы, кстати, вот хоть он может и не высказать, он может посмотреть на вас, обнять как-то по-особенному. Просьбы начинать сначала, именно по новым правилам, да, по новым правилам играть. И опять же, жизнь в паре – это игра, девочки. Мы часто забываем, что это игра. Это когда у вас есть какие-то традиции, я уже сказала о них. Вот вы договариваетесь не говорить друг другу колкости, или вы договариваетесь не говорить друг другу негатив, то есть не жаловаться друг другу, не разруливать проблемы, а смотреть, что позитивно. Хотя бы раз в неделю сделайте для себя такое традиционное время, как для пары, и вы увидите, насколько это улучшит отношения. Теперь я просуммирую. Мы посмотрим вообще, кто вы для него, да? Ну, во-первых, радость для него, радость, любовь вы для него умная женщина, вы для него человек, который избавляет его от иллюзий, вы для него целый мир, вы для него дама его сердца, которую он готов защищать, любить, и которую он хочет вот на новые вершины вот этого сексуальной радости, да, вас поднимать, он все для этого сделает. У меня из-за ветра идет это, так что не думайте, это чисто из-за ветра. Вот именно это он хочет вам дать, вот вы для него. Еще он не хочет с вами больше ссориться, он хочет, чтобы вы блаженствовали, именно блаженствовали. А теперь я посмотрю еще его мысли и чувства. Вот здесь вот проявятся мысли и чувства. Хочет вас защищать, и мысли о вас как о прекрасном человеке. Не только внешне, он еще ценит вас как друга своего, да, как вот верного друга, что вы его не предадите. Вот именно то, что королева меча, та, которая никогда не предаст, которая защищать будет, справедливая. Ему нравится очень
качество это у вас. На вопрос, что будет дальше между вами, карта отвечает очень четко. Отношения будут продолжать строиться. Отношения будут продолжать строиться, и отношения будут просто королевские. То есть он будет стараться быть достойным вас. Он до сих пор, ну, прямо скажем, иногда был вас недостоин. Здесь он будет стараться быть достойным вас. Вот эти отношения ваши будут строиться на любви и доверии. Мне тоже очень нравится, что он будет стараться, если, девочка, кто-то нашел себя с ним в треугольнике, он будет стараться сделать так, чтобы вам было не было больно. Вот это я сейчас хочу сказать вам, да. И он будет стараться сделать вас и себя одним миром. То есть он выберет вас, если вы в треугольнике. Это четко, что он выбирает вас. А что еще хочу сделать, девочки? Если вы не имеете еще прекрасного мужчины, вот именно в этом раскладе здесь открылись новые отношения, и вы встретитесь случайно где-то на какой-то вечеринке, клубе, даже на улице, и просто произойдет взаимодействие между вами, и будет очень сильная любовь, очень сильная любовь. Я также хочу обратить внимание, если вы поссорились. Вообще четверка чаш очень хорошая карта. У Rider-Waite там дается еще возможность снова начинать, да. Если вы поссорились, вы записаны друг у друга в книгу жизни. Вы рождены друг для друга. У вас вот по судьбе вы проходите друг к другу. И у вас будет возможность начинать сначала. Он даст о себе знать, он выйдет на связь, и у вас есть возможность продолжать отношения. Девочки, что я сейчас сделаю? Я буду делать для вас оберег. И этот оберег вы посмотрите сразу после расклада, да. Там будет гореть свеча, и будут выложены карты. Карты, которые помогут вам, если поссорились, восстановить отношения. Если ищете мужчину, вызовут отношения счастливые. И поможет в этот оберег, это тоже энергоамулет, поможет вашим отношениям выходить еще на более высокий, на более счастливый уровень, да. Я буду делать амулет вот на этих картах. Сразу после расклада вы получите этот амулет. Это энергоамулет. Как им пользоваться? Когда вы на него смотрите, эта энергия амулета начинает работать на энергетическом уровне, и вы незамедлительно увидите, что ваши отношения будут переходить в новое прекрасное качество. Я, кстати, преподаю Таро, кому интересно. У меня 12 курсов для профессиональной работы с Таро. Уже много очень у меня учеников выучились и работают очень успешно. Также у меня есть Декамерон, там, где вы можете улучшить свою чувственность на Таро, и Таро Боттичелли, там, где я вам показываю, что любая современная колода, она основывается на Rider-Waite, и нужно знать Rider-Waite, конечно. Так что, пожалуйста, если кому нужны уроки, обращайтесь. Я вас всех очень люблю, посылаю вам воздушные поцелуи и виртуальные обнимашки из медвежьей лесной страны, где моя студия, я делаю для вас расклады с удовольствием. Служу вам верой и правдой, и вот персональный таролог для вас, и все даром приходит, потому что теперь YouTube позволяет нам вот такие расклады делать даром. Девочки, если пишете, принимаю ли я, вот the point, какой смысл? Потому что когда я беру карту, карта универсальная, но она точно такая же, которую выбрал бы таролог, который для вас бы делал расклад. Поэтому здесь на общем раскладе все видно. Вы же смотрите, значит, вы индивидуально смотрите. Карта, она вами будет обрабатываться по-своему относительно вас. И таролог взял бы точно такую же карту, если бы вы заплатили. Так что я предлагаю вам все даром. Всех очень люблю. Пока-пока всем.